Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими эфирами и нашими встречами с Пламеном Пасковым, болгарским политологом, политиком. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас в этом политически очень жарко странном начале, уже не совсем начале июля 2025 года, потому что события уже начинают, как метроном. Так, налево, направо. Отказ, соглашение, отказ, соглашение. Я понимаю. Я не хотел бы быть на месте ни Зеленского, ни Путина, ни Трампа, ни других обсуждаемых нами лиц. Не хотел бы, честное слово. Так никто не хотел, но все от них зависят, понимаете, от этих всех раскачек. Интересно, что, знаете, качают эту миску с людьми и выплескивают народ, то есть в одну сторону, в другую и так далее. Но обо всем по порядку. Я скажу два слова о формате нашей встречи. Он традиционен. QR-код, который видите возле меня, это возможность непосредственно на экране чего-то написать, поддержать канал. Также всем большое спасибо за суперчат, суперстикеры. Если работает у вас эта функция, благодарю. Традиционно в сообществе YouTube и в клубе зрителей Шелест можно заранее оставить вопрос. И, конечно, пообщаемся с чатом трансляции в конце. Ну а в начале предлагаем к нашему сегодняшнему обсуждению вот такой опрос. Выскажите свое мнение. Возобновление помощи Украины Трампом, о котором было заявлено сегодня утром, это растягивание агонии режима Зеленского, элемент торгов на переговорах, просто ни о чем. Трамп планомерно сдает Украину с потрохами. Ну и еще один вариант. Трамп начинает воевать с Россией, что тоже очень интересно, ввиду того, что он 1000 раз сказал, что эта война не моя, а Байдена, а вот сам, получается, признался, говорит, что так бьют сильно по Украине, что мы не можем не предоставлять помощь. О чем это заявление Трампа и какой бы вариант выбрали вы? Первое плюс второе одновременно, плюс 30% из четвертого. Третье, на мой взгляд, нереалистично. Вернее, даже не стоит обсуждать. Почему первое плюс второе? Я еще раз расскажу интересный пример, который в русскоязычной благосфере, по-моему, пока что не звучал. На прошлой неделе у меня это была передача, наверное, 4 числа. Болгарская передача, я имею в виду. И мне позвонил мой друг, который живет и работает, неважно чем, там строительные подряды. И он двигался по магистрали, которая соединяет город Фессалоники через западную часть Болгарии, объезжает столицу Болгарии, едет на север в сторону города Видина, потом, соответственно, Румыния и дальше по списку. Вот эта магистраль, она натовская, она евро, она важная, она милитари, она грузовая. И между городами Дупница и София, то бишь в районе города Перника, то есть 20-30 километров от объездной дороги Софии, он увидел, будучи на своей машине, огромное количество, десятки военных грузовиков, американские МАК, вот эти МАКи, которые с другой мордашкой, которые совершенно не евростандарт. Это не Скани, это не ВАФ, это не МАН, это не Мерседес, это не европейское, это 100% сразу видно чисто американские, без номеров, в сопровождении болгарской милитари, то бишь военной полиции. И он мне звонит и говорит: слушай, там здесь что-то странное происходит. Я ему говорю: Ваня, его зовут Иван. Ваня, ты мне, пожалуйста, скажи, это идет сейчас курс с севера на юг или с юга на север? Потому что этим все сказано, и, на мой взгляд, это должно быть с севера на юг. То бишь, если то, чем закончилась встреча НАТО в Гааге, в Нидерландах, сказал, что все, мы не просто заканчиваем, мы разворачиваем все борты, все грузы, все наземные грузы, и больше ничего туда не везем, и уходим, и передислоцируем. Это было буквально 3-4 дня назад, все прекрасно помнят. И он мне говорит: не-не-не, направление с юга на север. Я говорю: Вань, ты что-то перепутал.
Он говорит, не могу это перепутать. Я знаю, откуда я двигаюсь, я знаю, куда я еду. И у этой магистрали есть ровно две направления. Север и юг. Она северно-южная, южно-северная. Она не налево, направо никаких извилин там нет. Не может быть такого. И сколько таких? Говорит, не знаю, больше 30, может и больше 50. Огромные десятки количества километров. Я их обгоняю, не могу их обогнать. Я не помню, когда начал их обгонять. Их много, их десятки, и только одни большие грузовые. Причем грузовые военные милитари, но не груженные, скажем так, танками, БТРами, там, другими, там, они просто грузовые большие. И мне кажется, вернее, не кажется, тогда я это не понял, я вообще-то, сканируя все эти международные там события, новости и так далее и тому подобное, мне это вообще не вписывалось. А теперь, когда сегодня утром уже было озвучено официально, а решение, очевидно, было озвучено в Америке еще вчера, но решение было принято. А, наверное, решение было запущено в действие еще чуть раньше. Это буквально пару-тройку дней после того, как он это сказал, получилось, что ему сейчас, Александр, вы не процитировали вот эти там так называемые зарубежные заголовки, но там обязательно, если вы процитируете любую из них, вы найдете одно ключевое слово, что дает именно Трамп Украине. Он дает оборонительное, не наступательное и не летальное вооружение. Оборонительное. В переводе, наверное, ПВО, наверное, некоторые дроны, наверное, все, что имеет характер чего? Почему я настаиваю на первый и на второй пунктике, частично 30% на четвертый из этих пунктиков вашего опроса. Он очень интересный, очень, кстати, там так трехмерным образом практически охватил проблему. Потому что Трамп на самом деле уже доломал, грубо говоря, дожал. Вернее, не доломал, а дожал Зеленского. Причем не сейчас, а давно. Зеленский, что ему скажут, уже он это подпишет. Он может извергать определенные некоторые сквернословия, либо несогласия, либо другие странности и особенности. Но по пункту, по подписи, по решению, по печати он уже, грубо говоря, решен. То, что не решено для Трампа, для того, чтобы вступил в силу сценарий 17 либо 25 апреля 2025 года, который мы уже обсуждали подробно, соответственно, не будем его повторять. 17 было 19 пунктов, 25 были уже эти пункты группированы другим образом. План Виткофа, что нужно делать, что нужно дать России, что нужно признавать, Крым признавать, де-факто другие там признавать и так далее и тому подобное. Не будем все это напоминать. Вот для того, чтобы это случилось, кто упирается? Зеленский? Нет, упирается Путин, другой Владимир. Владимир, который не Зеленский, Владимир, который Путин. А как можно его заставить? На первый взгляд выглядит, как будто Трамп принял это решение чисто эмоционально, спонтанно, либо под внешним давлением. Хотя все это верно, правда, одно другого вообще не исключает, это просто все в сумме идет. Почему? Потому что если он дает сейчас Украине оборонительное вооружение, не скажу много, но достаточно, для того, чтобы что? Для того, чтобы сдержать наступление России. Потому что как России, Кремлю стало известно, что Америка, грубо говоря, снимает свою протекцию, крышу и не дает больше вооружений Украине, соответственно, можно попытаться рвануть вперед, можно уже идти вперед или сильно там нажать. И сильно нажали, сильно попытались. А теперь, когда это оборонительное придет, у них не получится заполучить России полной победы, либо выйти на реку Днепр. Есть два очень важных нюанса и две ремарки, которые здесь очень важны. Ремарка первая. Значит, мы видим по динамике захвата украинской территории российской армией. Значит, май – рекорд, июнь – рекорд побит, июль пока вот сейчас только начинается. Это первая ремарка. Причем не было объявлено о том, что помощь американская не идет. Да? То есть помощь американская шла, все нормально. То есть продвижение... Она была сильно сокращена. Подождите, тут очень вопрос такой специфический, потому что сокращена, не сокращена, но отмены ее не было, и этого объявления не было. То есть она шла. Следующая ремарка. Но погодите, то есть вы считаете, что сейчас задача заставить Путина? Да. Ровно то же самое делал Байден. То же самое. Мы дадим столько, сколько потребуется. А Трамп говорит, мы дадим столько, сколько сможем дать.
То есть, какой ценой собирается Трамп заставлять Путина? Той же самой? Чуть-чуть больше даст ракеты ПВО? Ну, еще такой маленький нюанс, дополнение. Ну, не существует оборонительного оружия. Ну, его нет. Если это оружие, то это как бы оружие, которое несет смерть. Так или иначе. То есть, конечно, вот сегодня, например, вооруженные силы Украины нанесли удары по Старобельску, Сватово, Беловодску, это север Луганской области, там всегда тихо, там даже вот вообще даже никто не... Ну, то есть нанесли удары по админзданиям, ну, по центральным улицам. Территория не подконтрольная Киеву, давно, причем там ушли оттуда без боя, но вот такой удар. По Луганску тоже били, там в комендатуру попали, об этом тоже говорят, то есть идет отработка. Но вот это как понять? Это вот оборона или это наступление? Не поймешь. Потому что фронт далеко, но тем не менее оружие вот такое используется и применяется. Там дроны, другие боеприпасы. То есть здесь очень тонкая грань. Мы можем только оценить, оборона или наступление по динамике фронта. Ну то есть вперед двигается или не двигается, или назад. А надавить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров, остановив его продвижение на фронте, логика в этом есть. Однако, но оно замедлится. Но потом дальше опять возрастет. То есть мы видим, как Трамп включается в игру по истощению, изматыванию и убийству Украины. Такому медленному убийству. Как врач, который типа препарирует, или там, не препарирует, лечит, да, или пытается как бы продлить дни умирающего пациента. Вот так выглядит Трамп, если отбросить все эмоциональные заявления и политические хотелки там, Киева, Европы, которая там санкции вводит, еще других, скажем так, игроков, которые вокруг этого процесса. Даже Турция, которая говорит: так, ребята, мы ждем, третий раунд, мы готовы. Где что? И в пустоту. В ответ пока тишина, по крайней мере, полдня прошло. Это, наверное, один из тех редких случаев, когда я частично, может быть, и местами чуть более чем частично, имею различное мнение от вашего. Сейчас попытаюсь защитить свою точку зрения. 3 пункта. Первый, вы сказали, что Трамп сказал то же самое, что Байден. Трамп сказал радикально различную вещь, потому что Байден говорил: мы дадим столько, сколько надо, чтобы победить Россию, чтобы сокрушить Россию и чтобы отвоевать обратно Украину. А Трамп говорит... Стойте, это формула классическая. Мы должны сделать все, чтобы Россия не выиграла, а Украина не проиграла. Это вот так демократы себя вели. Сейчас говорил фактически то же самое. Говорил то и другое, А Трамп сказал, что, только что вы сказали, там мы дадим столько, сколько можем дать. То есть он сделает уже какие-то намеки на какие-то ограничения того, что мы можем либо хотим. Ну, это по поводу сравнения Байдена и Трампа. Во-вторых, оборонительное все-таки бывает именно оборонительное, потому что если у тебя есть система Patriot, либо другие ПВО, пусть даже ИЗУ-23-2, либо ПЗРК, ты этими системами в нападение не пойдешь. Ты обороняешься, когда на тебя нападают. Джавелинами ты тоже можешь не нападать, а сдерживать и поражать танковые войска, которые на тебя напали. То есть есть определенная номенклатура вооружений, у которой преимущественные функции именно оборонительные, которые для... Есть offensive, есть defensive. То есть defensive это для защиты, для обороны, а offensive это для нападения, для наступления. Есть разные вещи. Да, авиация может быть и ПВО, она может быть, конечно, и наступательной, то есть там вот эту грань, как вы правильно сказали, оружие есть оружие, смотря какими ракетами и каким вооружением их загрузить и какими миссиями их отправить. Это да, но все-таки понятие оборона и защита здесь имеют место быть, и в номенклатуру вот этой так называемой военной помощи это будет отражено. Является ли Трамп сейчас, грубо говоря, садистическим допалачом Украины? Ну, я думаю, что это один из тех случаев, когда, скорее всего, можно определить, что Трампу более выгодно, пока Путин не согласился со всеми условиями, которые мы тогда цитировали 17 и 25 числа, именно пока Путин не согласился и не подписал то, что нужно Трампу по поводу недр и всего остального, всех остальных условий вот этих соглашений или проекта соглашений, ему более выгодно сохранение Украины как таковой, даже в этом обескровленном и раздербаненном виде, можно это сказать.
Она ему выгодна, потому что он подписал договор и имеет договор о недрах именно с Украиной, не с Россией. С Россией пока это в намерениях и в предварительных договоренностях, переговорах, я считаю, что это будет, но это все еще нет. А раз этого нет, синица в руках, журавль где-то в небо, либо там медведь где-то в тайге. Пока этого медведя из берлоги я на поводок, скажем так, на строгом ошейнике не приволок туда, куда мне надо, я вообще-то, мне выгоднее, чтобы это там сохранилось. Именно поэтому, на мой взгляд, здесь речь идет не о дополнительном. Да, естественно, когда он дает оборонительное вооружение Украине, то, естественно, украинские хлопцы будут погибать, ну, массовым образом, потому что это для защиты, это не прибавление личного состава, который острее всего не хватает. Ну, знаете, с учетом того, как начали вообще-то ремонтировать ТЦК военно-воздушным образом, вполне вероятно прибавление личного состава, мягко говоря, катастрофически прекратится лучше, чем если Трамп это запретил бы вербальным образом, каким-то запретом, каким-то приказом. Поэтому буквально сколько там ТЦК? Ну, областные 26, вернее, уже не 26, а 21,2. Ну, это не такая уж сложная военно-воздушная задача, чтобы их немножко подремонтировать и привести их в другом, скажем так, статусе и в другом функционале. И они начнут мигрировать по разным другим домам, институциям и, не знаю, там... По больницам, школам, которые на По каникулах. больницам, школам, Техникумам. химчисткам, там, автомастерских и так далее. Привез машину в автомастерскую, у меня здесь колесо надо прокрутить. Ага, вот вас, пожалуйста, давайте с нами. Ну, всякое, да. Будет интересно посмотреть. Нет, интересно уже сейчас. Я просто, раз вы зацепили эту тему, давайте ее раскроем. Это же показывает абсолютную деградацию общества, мнений. Вот параллельно с этим сейчас в сети возмущаются, да, рассредоточение, все военные выходят, говорят, Россия бьет по ТЦК для того, чтобы, ну, собственно, там уничтожить дела, ослабить, замедлить, но мы, мол, не сдадимся, мы все равно продолжим мобилизацию, дефис, бусификацию. Однако украинцы начинают скидывать координаты российским военным, там запустили бота, украинцы бросают, об этом возмущаются на официальных ресурсах украинских тоже, мол, что ж вы делаете, зачем вы сбрасываете координаты. Затея вообще исключительно пропагандистская, потому что все ТЦК известны всем. Ну, то есть это то, что там сбросишь какой-то координат, это ерунда на самом деле, но эта история порождает дискуссию. Какого рода? Выходят там бывшие военные, ветераны АТО, там есть такой позывной «Гром», и выдает, говорит, смотрите, значит, вы сбрасываете, украинцы, координаты ТЦК, мы вас перехватываем и сбрасываем ваши дома тоже русским, чтобы, ну, с пометкой, что это воинская часть. И тогда в ваш дом прилетит, потому что русские думают, что это воинская часть. То есть мы видим классический треугольник идиотизма. Значит, гражданские и военные с одной стороны, руками россиян, да, то есть российской армии, то есть агрессора, оккупанта, ну и так далее, и так далее. Что говорит там телемарафон? Выясняют между собой отношения. Пламенно-то как? У меня перед глазами скриншот в телеграм-канале. Вы мне скажите, правильно ли я по-украински это прочитаю. Не думав, що колись це напишу, але яке працюєте, браття? Я правильно это прочитал? Ну, нужен перевод по-русски, нет? Нет, ну это классическая история, работаете, братья, но это пишет украинский Никогда бывший я не военный. думал, что Да. напишу что-нибудь подобное. Однако, работайте, братья. По поводу ТЦК, это яка сумна новина в городе Харькове. Ну, коротко говоря, ремонт ТЦК произошел, и, соответственно, народ примерно так отреагировал. Поэтому, знаете, я думаю, что это один из... К этому надо было вообще-то начинать с самого начала ТЦК. Не с самого начала специальной военной операции, с самого начала бусификации. Ну ладно, после первых 20-30%, когда, мягко говоря, народная популярность у ТЦК была уже жестко кирпично таким каменным образом сформирована, как к ним относится, и как это самое. И тогда, если стали бы их лупить, никакие Искандеры на фронт, никакие там, ну не знаю, там
назовите, что хотите, операции там на фронт, не имели бы такого мощнейшего психологического эффекта внутренней поддержки Украины, который просыпается и говорит, ну слушайте, ну это же уже нормальные ребята, это уже нормальное дело, наконец-то нормализация пошла путем дебусификации в конце концов. Ну, может, они не такие уж и плохие, раз именно туда бомбят, чтобы и нас вообще-то не трогали, чтобы можно было уже на улицу выйти, на украинских родных улицах ребята нашего двора, и чтобы мы вышли вообще-то, нет? Ну, тогда надо было, ну, хотя лучше позже, чем еще позже, или чем никогда. Но все-таки дело началось. Так что по поводу моего акцента по-украински вы уж извините, но еще раз, не думав, що колись це напишу, але яке працюєте, братья. Ну, дело такое. Телеграм-канал. Не буду говорить, кто это писал. Это живой, реальный, нормальный человек писал. Поэтому не буду его цитировать. Ну так и смотрите, что мы тогда имеем в контексте продолжения войны? Получается, сейчас Трамп как бы продавил Зеленского. Зеленский теперь, это ваши слова, то есть управляем Да-да. Трампом в противостоянии, склонении того, чтобы Путин уступил. А в это время гражданские и военные с помощью россиян, у россиян только не спросили, самый интересный момент, понимаете, то есть по поводу там координатов и так далее. То есть получается, что у нас идет вот этот трехэтажный, трехслойный вот этот пирог, только наверху он уже заплесневел. Ну, Александр, ему вообще наплевать, что об этом, Трампу вообще наплевать, что об этом думал Зеленский, Путин, русские, украинцы, украинские гражданины, люди, этому вообще наплевать. Ему важно другое. Как он сказал, что Америка уходит, и как он развернул вот эти составы и полеты и все остальные доставки, Россия сделала все из ряда вон возможное и невозможное для того, чтобы попытаться рвануть вперед, что, конечно, следовало бы и ожидать. И, естественно, тогда, я уверен, у Трампа была некоторая встреча с теми представителями клуба триллионеров, которые, напоминаю, в 2024 году сохранили ему жизнь, сохранили ему свободу, дали ему выиграть на эти выборы. Хотя у них были все инструменты для того, чтобы, если сильно захотели, естественно, Камала Деви Харриса его победила бы с отрывом в 2-3 раза больше, чем он ее победил. Это дело наживное, клавиатурное, это легко делается. И они уже демонстрировали, как это легко делается. У них и админ-ресурсы, у них все необходимое на то было. Раз у тебя вот эти 3 зависимости от клуба триллионеров, и мага, который требует от тебя прекратить войну, прекратить участие в войне, ну, мага это кто? Стив Беннон, Марджори Тейлор Грин, Такер Карлсон, ну, там другие республиканцы, ну, те же самые Марко Рубио и прочие. Все эти ребята, которые хотят именно мага, они не сохранили ему жизнь, потому что у них нет таких возможностей. Они не сохранили ему свободу, потому что у них нет таких возможностей. Они не в состоянии дать ему победить на выборы, потому что у них тоже нет таких возможностей. И они не в состоянии его спасти от гнева не Господнего, а клуба триллионеров, в случае, если он не выполнит то, что он должен выполнить по их приказу. Потому что после того, как после конца встречи НАТО он сказал, ребята, мы уходим, а Россия тогда рванула вперед, я уверен, что у него был разговор, слушай, ты что делаешь? Ты хочешь, чтобы Россия захватила Украину до конца года, как минимум до Днепра, вполне вероятно, и до Житомира? Нам это не выгодно, у нас подписан договор с Украиной, Россия пока что не подписывала с тобой такой договор. Нам что, потом с Россией договариваться, когда она усилена и когда она можете уже не согласиться на эти условия? Россию нужно попридержать, притормозить, воспитать и дать оборонительное, как минимум, оружие Украине для того, чтобы они сдержали русских. Да, при этом будут погибать и украинцы, и русские, что на самом деле одно и то же русские. Какая нам разница, вернее, разве есть что-то лучше, чем если они истребляют друг друга? Нам нужно, чтобы они истребляли друг друга для того, чтобы Путин созрел к тому, что нужно это подписать. Поэтому наплевать ему на то, сколько хлопцев будет погибать, либо сколько русских солдат будут погибать. Наплевать, вернее, это и есть в списке желаемых, нужных, запланированных результатов вот этой затеи. Хотя оружие оборонительное, но оно будет в состоянии попридержать
и замедлить русское наступление, которое, уж извините, и так уж не сильно быстро Так прогрессирует. а на что Зачем? расчет? Смотрите, тут есть очень Расчет на принципиальный... то, Путина воспитать, Путина Нет, воспитать. смотрите, тут вопрос такой, что это бы, конечно, можно было, ну, там, принять на веру вашу позицию, ваше, ну, умозаключение по поводу того, Бредни ветеринара, дисклеймер, бредни кто ветеринара. кого хочет воспитывать. Однако заявление Китая теперь заиграло абсолютно новыми красками. Китай не даст России проиграть. Все, точка. И сейчас уже Bloomberg пишет о том, что внимание, это же тоже важнейший момент. Переносится не просто как вот в Украину поставляются комплектующие, а тут в гаражах это все скручивают и получается дрон, ну, например. А, простите, производство вот этих штук, которые надо скручивать, да, Комплектующих, да. переносят в Российскую Федерацию. Об этом сегодня пишет Bloomberg. Если у нас есть прецедент, когда в войне Байдена, идеологически, как демонстрирует об этом Трамп и постоянно утверждает об этом, Трамп поставляет и становится на сторону Украины. Два момента принципиально важных. Первое. Он не может говорить о переговорах, то есть не может быть посредником. Момент второй. Он участник конкретно боевых действий, и тогда Китай может точно так же с открытыми полностью действиями говорить, а вот мы там поставили то-то, двойного, тройного, тоже может там для защиты от украинских дронов, например, поставить в Россию какие-то там ПВО или какие-то там ракеты или что-нибудь еще, или снаряды, или там мало ли что. То есть мы тогда, значит, просто многие не понимают. Я почему считаю, что вот это сегодняшнее, которое всех взбудоражило, там, откровение Трампа, мы там должны дать Украине оружие, потому что они сильно страдают, это действительно такой Рубикон, да? Я считаю, что это игра, прежде всего, торги определенные. Но некоторые воспринимают это как Рубикон, потому что Китай может запросто поставлять все, что считает нужным официально, как бы товарном количестве в Российскую Федерацию, а Запад в Украину. Вот вам и Третья мировая, в том классическом понимании мировой войны, которая есть. А тут мы же понимаем, что украинцы и русские, они с одного теста. В каком плане? В плане, ну только там разные системы. То есть тесто одно и то же. То есть к нам приходит что-то, что к русским, что к украинцам. Там безэкипажный этот бэк, который да, по морю, да, катер, дрон. Там, его допиливают, докручивают, вставляют своего ума, и он совершенствуется. Украинцы в гаражах, украинцы тоже так делают. То есть они допиливают какие-то там, развивают какие-то технологии. Не хватает системности и государственного, ну как бы такого длинной воли в этом отношении и ресурсов. У России хватает. Они изучают, и вот это там, допустим, корейское становится уже там полуроссийским. Шахед превращается в герань, усовершенствуются подходы, и это все на промышленном уровне, в масштабах промышленных в России делается. И кто сказал, что, например, сегодня поставив какую-то китайскую ракету, через полгода она не станет какой-то российско-китайской, а потом вообще обретет какое-то название российское. И так мы заходим в спираль противостояния, ну, геополитического и прям военного противостояния мировой войны. Только проблема. От Украины тогда останется выжженное поле. Нет, Украина станет Россией. Россия все равно победит, даже если не при Путине, а после Путина, даже если не сейчас, а через 5 или 10 лет, она все равно победит не потому, что она сильно хорошая или правая или правильно все делает, хотя сложно сказать, ну да, не будем это обсуждать, а просто потому, что иначе России вообще не быть. Если Россия не справится с этой задачей, ее просто не будет. Ее раздербанят, ее раскромсают, ее уничтожат, ее сомнут, как говорил усатый генералиссимус Иосиф Виссарионович Джугашвили. Ну, знаете, во-первых, еще раз я настаиваю на то, что это не Третья, Четвертая мировая война, и настаиваю на то, что она не предстоит, а она идет с 2011 года. То, что люди как-то к этому не привыкли думать, понимать, это просто потому, что зомбоящиков слишком много, зомбивизоры там зазомбировали, и, соответственно, у людей нет правильных представлений даже по счетов от 3 до 4. Ну, не суть. Вы сказали, что, процитировав Блумберга, что Китай не даст России проиграть. Естественно.
Естественно, потому что у Китая тоже есть массу серьезных важных отношений с Россией, которые, если Россия проиграет, не будет в состоянии их выполнять, и тот, кто будет править Россией, тогда, скорее всего, эти отношения прекратит. Однако на прошлой неделе тоже Ван И, по-моему, есть там такой, наверное, министр иностранных дел Китая, ну, наверное, не последний человек, он говорил, в конце концов, эта война нам выгодна, она нам нужна, и в этом есть действительно большой толк, потому что Китай действительно продает и то, и другое, и России, и Украине, и всем остальным, которые этого захотят приобрести. Кроме того, Китай не может включиться, ну, так масштабно, как вы это описали в качестве ожиданий, как минимум из-за того, что Китай вынужден соблюдать санкции против России, в том числе и банковского сектора, то есть есть большие, мягко говоря, проблемой, чтобы они отгружали вооружение, потому что любое вооружение сопровождается так называемым End-User Agreement, то бишь соглашение конечного пользователя, и они могут это продавать Киргизстану, либо какой-то там, ну, Казахстану, неважно кому, и они в нарушении End-User Agreement могут это уже продавать России, либо они могут это продавать Северной Корее. Формально, конечно, продавать, но тогда из Северной Кореи вот эти железсоставы, которые были восстановлены, тоже недавно, кстати, пару недель назад восстановили железсообщение Северной Кореи с Москвой физически, вот так на минуточку. Так что вот эти железсоставы, которые формально будут севернокорейскими, Ким Чен Ын нарушает End-User Agreement, попробуй его наказать, если хочешь, или там в Корее найди его, накажи, или там римский клуб пусть там выдаст там какой-то римский статут, ну там вообще-то ордер на арест, попробуй его арестовать, если хочешь. Ну и все. Так что Китай напрямую это делать не будет, а не напрямую они, конечно, это будут делать, конечно, это делать, и, конечно, у них есть свои интересы, им наплевать на интересы и России, и Украины, и им не наплевать на все интересы, связанные с Россией и Украиной, которые им выгодны. За свои интересы, связанные с Россией и с Украиной, они будут делать все необходимое, кроме как сражаться искренне и лично от первого лица единственного числа. Я не припоминал ни одну войну Китая, когда они встали в качестве военного союзника на стороне какого-то другого военного союзника, воюя против третьего военного субъекта. Я такой войны на 20 и на 21 век китайский не припоминаю. Поэтому китайское военное участие, оно будет именно китайским. Оно может быть не открыто военным, оно может быть частично военным, оно может быть прокси опосредованно военным, оно будет китайским. Оно не будет, как мы с вами, враг моего врага – это мой друг, и мы, соответственно, можем формировать откровенное и ясное взаимоотношение. Вот враг, я в него стреляю, я говорю, я тебе войну объявляю, ну, иду сражаюсь с моими шевронами, я воюю с человеком с другим шевроном и так далее. Китай – это не Северная Корея. Северная Корея отправила свои бойцы? Отправила в Курской области. Но согласно Конституции России, уже есть еще 4 области, помимо Крым, и они могут и туда их отправить. И они, скорее всего, их туда отправят. Но Северная Корея – это не Китай. Хотя там вопрос действительно очень интересный и познавательный, но долгий, поэтому мы его начинать не будем. Там есть, мягко говоря, сильно усложненные отношения, которые многое объясняют. Но Северная Корея – это не Китай. Северная Корея может это сделать. Китай не может это сделать, Китай не хочет это сделать, и это не в традициях Китая. Китай это делать не будет. Так что вот с этими, наверное, небольшими коррекциями вашей точки зрения, я примерно вот так это вижу. Хотя я могу ошибаться, вы можете быть правы. Вполне вероятно, время покажет, что... Нет, ну смотрите, вы же сразу перешли на Корею, понятное дело, да, там она тоже сколько лет под санкциями и так далее, поэтому там совершенно другие документы, например, с Ираном подписаны, с Китаем и с Северной Кореей, но они разные по своей сути у Российской Федерации. Однако, я же говорю об оружии, об открытой отправке оружия. Ведь, ну, смотрите, тут же какой момент? Европа, Америка, вот Трамп, да, вот мы поможем Украине оружием. Ну, точно так же может стать Китай и сказать, а мы тоже поможем, там, но России, потому что мы Они не это можем... сделают, не встав и не сказав об этом. Они просто это сделают, но они не будут об этом говорить. В этом и вся разница, другой разницы нет. Естественно, они это сделают, естественно. Сегодня главком Сырский на ставке с Зеленским заявил, что ВСУ продолжают удерживать позиции на территории Курской и Белгородской областей Российской Федерации. Значит, продолжаем сковывать приграничье значительную группировку противника. В общем, напомним, что, опять-таки, по российской версии нет никого. Но, опять-таки, приграничье территория России, не территория России. Но сам интересен посыл. Мы сковываем в приграничье силы Российской Федерации.
Если мы так ставим вопрос, ну, Сырский так ставит вопрос, то, по идее, должно быть легче там, на юге, в Запорожской области, в районе Купянска, где происходят интересные события, в районе, понятное дело, Покровска, который будут перерезать, отрезать, брать в окружение, скорее всего. Более того, многие же уже вообще рисуют определенные стратегические, ну, вы несколько раз повторили, там, выход до Днепра, это тоже звучит в аналитике, точно так же звучит в аналитике, например, кольцо вокруг Харькова, там, захват Сум, продвижение прям вплотную к городу Запорожье. Слушайте, такое ощущение, что, ну, я прекрасно понимаю, что эти заявления Сырского, там, например, через полгода никто не вспомнит. Он вообще напоминает, вот сегодня появилось там день рождения Залужного, да, и он в свой день рождения опубликовал фотографию с беговой дорожки, такой вспотевший, сосредоточенный, и типа подпись «Боротьба триває», типа борьба продолжается. Шутили, конечно, что Украина там страна камикадзе, что у самурая есть только путь, но смотришь на бывшего и действующего главкомов вооруженных сил, кажется абсолютно другая реальность. Почему так? Я только что посмотрел, когда вы сказали, что Сырский докладывал, что удерживает районы Курской и Белгородской области. В Белгородской области на эти карты, которые я вижу, они, мягко говоря, не прокремлевские, только деревня Журавлевка, ну, немножко вокруг да около. В Курской области держится небольшой поворот дороги 38Х609, какие-то лесополосы без никакого населенного пункта. Ближайший населенный пункт Олешня, она в руках России. Поэтому, ну, они держат пару-тройку лесополос, наверное, и какие-то 250 метров от какой дороги недалеко от Гуева, между Гуевым и, еще раз скажу, как это самое Олешня. Да, вот то, что я вижу. Но мне как-то видится, что другая значительная часть именно Сумской области, ну, раза там в 20-30, наверное, захвачена. И, да, в районе Теткина, да, в районе Теткина обязательно нужно честно ответить, что по поводу лежачей Теткина тоже есть район. И последнее, что есть, опять лесополосы недалеко от Краснооктябрьского, между Краснооктябрьским и Новым путем. Новый путь – это типа населенный пункт, где меньше 15 домов, которые, я уверен, давным-давно пустые. Они просто так на картах числятся. То есть указывать на вот эти наночастицы, что мы удерживаем там какие-то мегалегионы и корпуса, ну, можно, конечно. Благо Зеленский не служил, или если служил, не знаю, кем он служил, но, по-моему, он тоже, как и Путин, не служил. И в управлении армией он даже не офицер. Поэтому такое им предъявлять и рассказывать можно. Но рассчитывать на вот это в долгосрочном, даже в среднесрочной перспективе, да даже в краткосрочной перспективе, ну, это не знаю. Сказать, что это несерьезно, это ничего не сказать. Да, Россия сейчас будет прогрессировать, они будут наступать. Да, у них это будет тяжело и проблематично, особенно сейчас с учетом того, что поступит. Потому что, еще раз, я видел, вернее, мой друг видел вот эти грузы, я их видел на его роликах, он мне видеорегистратор запись отправил, это было под 8 с чем-то минут, когда он действительно обгонял, и не сосчитать какое количество, и машины не кончились, когда запись закончилась. Ну да, десятки фуры чешут в сторону, опять обратно, с направления с юг на север, с Фессалоники в сторону севера. И на севере это не какие-то учения НАТО, либо какие-то учения антиваршавского договора, благо Варшавский договор уже нет, а совершенно очевидно, что они груженные там каким-то другим грузом. Я тоже припоминаю, что Фридрих Мерц, ну так, под финал, ну вот этой там натовской встречи сказал, что да, Германия закупит у Америки, у компании Raytheon 2 батареи Patriot, и таким образом Германия заплатит за то, что системы Patriot попадут все-таки на территорию Украины. Однако, давайте посчитать, если они купят 2, или, ну там, 2 батареи, ну, во-первых, сколько уже уничтожено, раз. Во-вторых, если они закупят, то когда они будут произведены, поставлены в Германии, отвезены из Германии в Украине, поставлены на боевое дежурство, это период, это время, это не сегодня-завтра, это не Алиэкспресс, это не Тиму, это не быстрые такие доставки, это не DHL,
вообще-то этим занимается. Поэтому они хорошо их купят. Но когда это будет и что из этого следует, из Патриота они смогут вообще-то валить по этим там гераням и по другим, все менее и менее малокалиберные дроны, но все более и более точные, все более и более накрученные. Стоит стрелять из Патриота вот по таким системам? Из Патриота, наверное, стоит валить, во-первых, самолеты, во-вторых, Искандер, ну, там что-нибудь такое, что действительно крупно и можно как-то это уловить. А так из пушки стрелять по воробьям, самое что ни на есть экономическое антиудовольствие. Стреляйте сколько хотите. Все будут рады. Герань стоит несколько тысяч, боекомплект для Патриота стоит несколько миллионов. Стреляйте Сегодня на очень удовольствие. интересная новость пришла из Казани. Ну, на самом деле ничего интересного, как бы, в общем, трагедия, какой-то летательный аппарат упал на дома. Ну, то есть, причем это засняли люди, они там это все опубликовали. Значит, потом немножко как бы прояснилась картина, ну там что, может какой-то легкий самолет, еще что-то. Оказалось, что это российский аналог вот этого Рипера, дрона разведывательного Ударного, американского, тяжелого ударного, да. ударного, тяжелого и разведывательного, то есть который большой, дальность его полета 10 тысяч километров. Да. И вот россияне собрали вот свою версию и сейчас тестируют, ну, непосредственно. И вот это вот во время летных испытаний произошла такая внештатная ситуация. Если бы она не произошла, или этот, допустим, дрон упал бы где-то в чистополе, об этом бы никто не узнал и не увидел и не снял, да, то, в принципе, никто бы до сих пор и не знал, что, в принципе, вот подобные дроны Россия сейчас, ну, как бы идет вперед по этому пути. Для Украины это означает только еще более там, тяжелое разрушение. Понятно, мы не знаем, сколько еще там нужно. Год, 2 года для того, чтобы это стало в серию, и они не падали условно. Но даже сам факт того, что его собрали и тестируют, это уже примечательная история. Они теперь этот дрон могут запускать фактически по всей планете, учитывая протяженность российской территории, там, с запада на восток, с севера на юг. То есть эти 10 тысяч километров и вот эти российские риперы условные, да, если они станут на вооружение, ну, это такой большой привет на самом деле. И как бы это не совсем для Украины, но и Украине не поздоровится. Поэтому это как продолжение темы вот этой большой мысли о больших горячих войнах. То есть интереснейший прецедент. Я Да, хотел... да, Да. извините. Давайте. Я хотел бы продолжить, собственно, именно немножко геополитики добавить. Трамп ввел против ряда стран пошлины. Ну, как ввел? С 1 августа вступают в действие. История ровно такая же, и политика ровно такая же, как с помощью Украине вооружением. Вот, смотрите, мы сейчас дадим, да, их там сильно бьют, но мы сейчас поможем. Пентагон решит, что именно. Получается, Трамп отстраняется, а Пентагон типа как бы отдельно от Трампа решает. И в сообщении Пентагона есть такая очень интересная строчка, типа «Во благо Америки», типа «Ради Америки». Все это мы помогаем другим странам ради Америки. Интересный посыл. Пошлины по характеру, по методике точно так же вводятся. То есть есть еще почти месяц для того, чтобы эти страны договорились. Там японцы 25%, другие, там целые сербы тоже влупили им 35% пошлин. Как вы думаете, куда ведет эта политика? И не получится ли обратный эффект, что эти страны, опошленные, да, Трампом, возьмут и, казалось бы, уже там разбитый в пух и прах БРИКС возьмут и возродят. И получится, что ну, как бы отдельная, там, другая ось, экономическое противостояние США, ведь общая беда нас сплочает. Это перегибание палки, некоторые из которых действительно могут сломаться. А если сломаться, потом их отремонтировать, собрать, может, и не получится. Это достаточно такая... Ну, это действительно экономическая война, и как в любой именно настоящей войне, ты можешь легко войти в этой войне,
Но не факт, что ты выйдешь победителем, и не факт, что ты выйдешь победителем с таким результатом, каким тебе хочется. Могут быть у тебя ссадины, вообще-то ушибы и всякое такое. Может, ты пострадать, может, ты проиграешь. Аккуратно там, потому что действительно санкции накладываются на страны и на условия, от которых, мягко говоря, все производство США, насколько там есть производство и насколько пытаются его вернуть туда, сильно зависит. Именно в том-то и вся затея. Кстати, если Россия действительно сделает свой рипор, они могут назвать его прямым переводом «Жетварь» и «Жетварь.ру», и они могут это масштабировать. То есть возможности масштабировать производство именно в качестве военно-промышленного комплекса у России даже на чисто организационном уровне с учетом стержневой части административной управляющей, они могут это сделать в отличие от Украины. Украина на то они делают их, скажем так, рассыпчатым таким образом, на коленке, там, в подвалах, в гаражах и так далее. Вот это ассемблирование, конечно, достойно определенных похвал, с учетом другой абсурдной ситуации. Ну, абсурдная ситуация это не есть нормальная ситуация, когда ты военно-промышленный комплекс поднимаешь, и если правильно понимал слова Алексея Николаевича Арестовича, он говорил, что военный бюджет выполняется на 45%, то бишь остальные 55% не просто воруют, но даже не пытаются выполнить. И причем, когда речь идет о воюющей стране, такая страна войн выиграть не может ни за счет никакого героизма и патриотизма на случай, если он остался в результате бусификации, на случай, если он остался в таких количествах, чтобы что-то компенсировать. Но вот эта игра Трампа, которую вы спрашиваете, она действительно очень тяжелая. Я не уверен, что он выйдет победителем. Более того, я не уверен, что он выйдет президентом. Уже формирует совершенно очевидно конкретная третья сила, которую мы обсуждали в начале июня, которые думали многие люди, что это на бытовом уровне. Просто два нарцисса переругались, два самовлюбленные самодура там, грубо говоря, поругались, кто есть прекрасный, кто есть лучший, кто есть главнее. Не-не-не, мы тогда обсуждали, я уверен, люди могут поднять наши с вами ролики в том числе, где я совершенно конкретно был уверен в том, что это не просто зарождение, а уже проявление формирующейся третьей силой в этой четвертой мировой войне, помимо изоляционистов и глобалистов, и более того, Илон, как он по отчеству, неважно, забыл, Маска, он уже и определенную идеологию формировал, озвучил, даже, может быть, смогу зачитать, там буквально 5-6 пунктов, которые, естественно, сильно отличаются, сильно там выделяются, и становится понятно, о чем он хочет сказать. Вот сейчас скажу, вот пролистаю, они у меня были готовы для моей отдельной передачи. Вот они. Сокращение долга только ответственных расходах. Модернизация армии с помощью искусственного интеллекта и роботехники. Фокус в области искусственного интеллекта, меньшее регулирование во всех направлениях, но особенно в энергетике, свобода слова, это немножко лирика, увеличение рождаемости, это серьезно, если это серьезно. Центристская политика во всем остальном, все как надо. Вот I want you for America Party называется. То есть есть такой плакатик, когда дядя Сэм указывал пальцем и говорил по поводу войны, я хочу тебя, чтобы ты записался добровольцем. А здесь Илон Маск уже собирает ряды, труба свирит сбор. И еще раз напоминаю пару-тройку важных цифр. У него более 220 миллионов подписчиков, фанатов и в клубе фанатов Илона Маска. Более 40% из них проживают на территории США и являются гражданинами США с правом выбора. Соответственно, он уже проводил опросы у себя в Твиттере. 62.9, то бишь 63% сказали, что хотят увидеть новую партию. А если эти 40% умножить на количество американцев, мы сразу видим, что это означает, что таким образом получится, что у него будут из этих 220 миллионов как минимум 88 миллионов потенциально голосующих за него. Еще раз напоминаю, Трамп стал президентом сейчас с решительным отрывом перед Камалой Дэви Харрис с 73 миллионами. А Илон Маск уже на 15 миллионов, только вот этими простыми экстраполяциями мы можем их получить. А мало того, Трамп по сравнению с Илоном Маском в качестве личного своего богатства, он абонент социальной помощи. Он может быть и миллиардер, хотя это не точно. Но у Илона Маска официально там на несколько десятков миллиардов, то есть действительно так.
Правда, естественно, и у Трампа, и у Илона Маска сложно судить и сказать, сколько из этих денег являются чисто личные твои, а не долги и так далее и тому подобное. Это другая чисто экономическая тема, не будем ее начинать, но суть в том, что совершенно очевидно, что за Илоном Маском, для того, чтобы он такое говорил, так поступал, такое заявлял, такие опросы делал, и такое учреждение партии под названием Америка, различные от демократов и различные от республиканцев, наступил. Это означает, что действительно и часть клуба триллионеров, они же его кредиторы, потому что все его деньги, все его проекты закредитованы. Это не его, честно, скажем так, наворованные политические коррупционные сбережения, или не его, скажем так, блестящего интеллекта чисто заработанные деньги, свободные от долгов и от кредитов. Таких у него вообще нет. Соответственно, значит, часть клуба триллионеров, в том числе и те, которые составляли его финансовые опоры, для того, чтобы он выглядел глыбой перед этим голодранцем Трампом, ну, чисто монетарно я имею в виду, они уже стоят за тем, что он сейчас будет уже глаголить и объявлять в качестве заявленных, а потом посмотрим и на реальные цели вот этой не просто региональной, я считаю, глобальной силой, которая может выиграть финал вот этой Четвертой мировой войны по 30-й, по 35-й год, когда примерно ожидается, что она должна дойти до какой-то точки новой Ялты, на случай, если вообще-то будет Ялта. Ну, надеемся, что будет, ну, даже если не в Ялте, ну, что-то подобное. И посмотрим, кто будут там подписантами. Ну, вот мы Посмотрим, какие будут обсуждали условия. с вами Да. Китай, Пламен. Шпигель пишет, Германия официально обвинила Китай в использовании лазерного оружия против немецкого самолета в Красном море. Это случилось около побережья Йемена. Китайские военные использовали оружие лазерное против самолета. Угроза безопасности немецкого персонала, срыв операции являются совершенно неприемлемыми. Сегодня китайский посол вызвали его в МИД Германии для объяснений. Атаковали немецкий разведывательный самолет, базирующийся в Джибути, когда приближался тот к китайскому фрегату. О повреждениях не сообщается, но шума много. Вообще очень интересно выглядит. Вот вы так о Трампе. К нему приезжает Нетаньяху и делает, ну, неимоверный жест. Передает ему письмо, которое он как бы написал в Нобелевский комитет, чтобы тот ему дал Нобелевскую премию мира. Но по сути есть же такой проект Шнобелевская премия мира. Мне кажется, что Трамп ее больше заслуживает. Ввиду того, какое напряжение сейчас на Ближнем Востоке. Ввиду того, что Израиль выбрал теперь хуситов, ну, следующей условной жертвой. Не останавливаются противостояния с Ливаном, с Хамасом есть переговоры, но ни к чему они не привели. Причем там Израиль говорит привели, Хамас говорит не привели эти переговоры. Уитков обещает, что на следующей неделе что-то там опять будут разрешать уже с Ираном и все будет нормально. Трамп все уладил. Но на самом деле мы понимаем, что там гораздо интереснее происходят события на Ближнем Востоке. Ну и такое ощущение, если честно, складывается, что Трампу надо побыстрее выдать эту Нобелевскую премию мира, чтобы он успокоился уже и занимался Америкой. Это надо, конечно, у его личного психолога спросить, если наконец-то дадут вот этому мальчику, вот эту погремушку, он успокоится или он вообще-то тогда с цепи сорвется и скажет, мне уже все можно, потому что я уже Нобелевый лауреат мира, и какие бы войны я не развязал, у меня уже Нобелевская премия есть, так что заткнитесь, я уже нобелист, дело с концом. Всякое может быть. Кстати, вы очень интересный эпизод обрисовали, тот, который в Джибути, потому что Джибути уже там, хотя есть не просто китайская, но есть и американская база, но Джибути по сути своей, по большому счету, грубо говоря, на 60%, ну, Китай считает их неофициальной, но зато реальной своей базой. Именно поэтому они одерзостились пользоваться вот этим лазером Blue Beam, то бишь голубой бим, это не поток, а ну, там пучок света, назовем это так, для этого решения. Кстати, относительно недавно, буквально 2-3 недели назад, израильтяне тоже хвастались, что большая часть из этих дронов, в том числе и иранских, которые запускали особенно около 13, 14 и 15 июня, они гасили не своими там пятислойными там ПВО, там, которые там проща Давида, соответственно, железный купол,
Харц-1, Харц-2, Стрела, и ТАДа, и там всякое такое. И именно они тоже запустили лазерное оружие, которое у них тоже зарекомендовало себя достаточно хорошо и намерены пользоваться по этим маленьким целям, куда грех стрелять из этих дорогущих там противоракет, которые у них имеются в остальное ПВО. Ну, на таком уровне они намерены это решать. То есть лазер уже, если 24 февраля 2022 года специальная военная операция с точки зрения Кремля началась, можно сказать, с конвенциональными средствами конца Второй мировой войны, к 2025 году мы обсуждаем огромное значение дронов, которые уже превалируют во всех смыслах этого слова. Что морские, что воздушные, что, наверное, скоро будут и подземные. А сейчас уже в этом этапе этой войны уже начинает появляться и другой военно-технический игрок под названием лазер. Лазер сейчас тоже начинают апробировать. Так что отношения Китая с Германией, они достаточно важны просто почему? Потому что Франкфурт – это один из самых китайских городов не просто в Германии, но и в Европе, в буквальном смысле этого слова. В Франкфурте у германцев, у китайцев есть собственная полиция, неофициальная. Германцы против того, чтобы у китайцев была собственная полиция, потому что они считают, что это все-таки этими вопросами, любыми вопросами должна заниматься германская полиция, не правой, конечно. Но китайцы на это, мягко говоря, большое внимание не обращают. У них есть собственная полиция в некоторых городах в Великобритании, у них есть собственная полиция даже в Дублине, если мне память не изменяет, то бишь в Ирландии. То есть китайцы уже обустраивают свои такие, не знаю, эксклавы, анклавы или там оазисы, не знаю, как это надо назвать. Но собственные экстратерриториальные такие точки, а Джибути это уже и военная такая экстратерриториальная точка, где шутки плохие. Поэтому они Китай с Германией о чем-то как-то договорятся, они утихомирятся, они вопрос, конечно, порешают. Но то, что вы сказали, что Ближний Восток на самом деле ничего не закончилось, на самом деле да. Я думал, что это будет большая заноза в заднице Трампа, просто потому что у Трампа был друг, по-моему. Человек, который очень хорошо к нему относился. По-моему, Такер Карлсон его звали, нет? А слушайте, этот Такер Карлсон не вчера, так позавчера не брал разве интервью у какого-то Масуда Пезешкиана? Не напомните он по должности там каким он является? Там Хамас он там или какой-то Хизбалла, или президент Ирана? Ну что-то такое, по-моему, в Иране он далеко не последний человек. А коли так, то Такер Карлсон берет интервью у Масуда Пезешкиана. То есть вся американская повестка, что мы сделали, что произошло, что мы уничтожили, как вообще-то имеет большие риски сейчас получить 100-миллионную аудиторию, озвучку и показа, что на самом деле Иран на эту тему считает. И может оказаться ой-ой-ой. Трамп запретил считать, что мы не победили. Трамп запретил обсуждать, что мы не уничтожили. Даже там английское слово obliterate, это означает стертое, размазано стертое. То есть ничего там нет, если вообще-то что-то там было. То есть это уже уничтожено. А теперь на тебе Такер Карлсон, один из стержневых, который был в МАГА, интервью с Пезешкианом. Не с каким-то Хамасом, Хизбаллой, с Пезешкианом, черт возьми, с президентом Иранской Исламской Республики, как-никак. И что? Осталось пару-тройку дней, мы его увидим, потому что информация о том, что это интервью уже снято, это было вчера, значит, оно было, скорее всего, сделано либо закончено позавчера. И через пару-тройку дней как обработают и выпустят, надо запасаться попкорном. Надо очень много попкорна запасаться, потому что, я уверен, это будет зрелище и побоище информационно-дезинформационное, еще то, особенно по поводу ближневосточных вопросов. И тогда будет в следующей неделе нам, скорее всего, будет это в том числе обсуждать, я так думаю. Да, безусловно. По поводу, свежая новость приходит. Мы в прямом эфире 13:03 сейчас по Киеву и Москве. И по поводу, Трампа. Axios пишет. 10 ракет-перехватчиков для Патриот Зеленскому Трампа обещал выделить немедленно. А потом продумать каналы поставок. 10 ракет. 10 штук. Прямо сейчас. Это капитально. Это монолитно. Это вообще-то геймченджер. Геймченджер наконец-то наступил. 10 ракет по 10 гераней и 10 гераней минус. Из 549 гераней будут 539 гераней и 10 гераней минус. Все, геймченджер наступил. Причем обещал, немедленно. Не сделал, а обещал.
Ну, обещал, это глаголическое время из будущего или из настоящего. По-моему, из будущего, если обещал. Ну, какое-то такое глаголическое время интересное. Интересное. То, что вы сказали по поводу переговоров Израиля с Хамасом, там тоже есть определенная особенность, которой неплохо было бы поделиться с нашими вашими зрителями. А именно, переговоры ведутся в Катаре в 5-звездочных гостиницах с людьми, которые проживают на уровне люкса Шератон, Хилтон и так далее. То есть они живут в стороне Шератония и Хилтоневии. Они не живут там в Газе. А выполнять вот эти договоренности, которые происходят и глаголятся там, нужно выполнять тем, которые там в этом муравейнике, то есть под землей, газе, если они этого захотят, потому что у них и со средством связи не сильно понятно, и кто там исполнительный директор, отвечающий за вот это верховной воли, которая там в Катаре. То есть от договоренности до исполнения договоренности, мягко говоря, есть определенная прерывистая такая через полосица связи, и будет ли на то воля у этих там, которые под землей, не на земле, а прямо под землей Газа и там сражающиеся там с израильской там армией, ну, не факт, не факт. Когда они убивали, когда Израиль ликвидировали всю верхушку Хамаса, которая была стройно военизирована, ну, с одной стороны, конечно, это логично, а с другой стороны, ребята, вы хорошо подумали, кто придет после них, и если вы потом будете с кем-то договариваться, тот, с кем вы будете договариваться, у него есть авторитет, у него есть инструменты, у него есть средства связи, чтобы он довел ту волю, до которой мы дошли, или вы дошли, до этих переговоров, чтобы эти люди там, которые остались, и которых немало, чтобы они это выполнили. Вы думали, что если башку снесем, то потом, что мы скажем, так и будет? Ну, не факт. Вот вам то, что мы обсуждаем. Договоренности есть, они не выполняются. А может быть, даже они есть, но они все еще не дошли до тех, которые должны это выполнять. Вполне даже вероятно. А если и дошли, а вот эти могут быть в невозможности их выполнить, в технической, в физической невозможности, даже если хотят. То Да, есть, подводим итоги нашего сегодняшнего вопроса. Возобновление помощи Украины Трампом – это... Ох, разделились мнения, люблю такие опросы. 16% Трамп начинает воевать с Россией. 20% ни о чем, Трамп сдает Украину с потрохами. 26% элемент торгов на переговорах. И 38% растягивание агонии режима Зеленского. Спасибо большое, что проголосовали за... Ну, такие результаты имеем, Пламен. я за те, которые 26%, плюс за те другие. То есть мои проценты из первых двух пунктов все равно больше, чем эти 36%, которые, естественно, чисто эмоциональные. Поэтому, ну, можно сказать, что я, например, нащупал пульс народа, голос Бога, что называется, Vox Populi, Vox Dei. Ну, примерно, сориентировались в начале нашего разговора. Да, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам, тут такую сессию. Устроим небольшую, сначала сообщество YouTube и вопросы те, которые оставляли заблаговременно. Виталий, добрый день. Александр и Пламен. Вопрос. Вам не кажется, что безвременно почивший список Эпштейна стал причиной и платой как за удары по Ирану, так и за принятие большого прекрасного Билля? Ведь о его кончине сообщили аккурат после завершения этих двух дел. Заранее спасибо за ответ. Я, скорее всего, склоняюсь, что благовременно почивший список Эпштейна имеет более ощутимое отношение к большому прекрасному Биллу, нежели к этим военным действиям, хотя не готов сразу исключить, что есть и какая-то другая, пока что не сильно известная мне связь между первым. Так что нашего зрителя с этим вопросом я хотел бы поздравить, руку пожать. Интересный, умный и глубокий вопрос. И это не протокольная любезность, это искренне. Здравствуйте, Александр. Вопрос. Почему Пламен считает, что при нынешних темпах наступления России потребуется еще 50 лет, чтобы дойти до Днепра, не учитывая при этом ресурсы Украины и стратегическую цель стирания ВСУ с последующим провалом фронта, что, по мнению некоторых, не займет столько времени? Ведь задача не в быстром продвижении. А просто потому, что имея количественное преимущество столько уже долгих многих месяцев со стороны России, имея и военно-технологическое преимущество,
результаты не сильно убедительные. Не сильно убедительные и не сильно достаточные. И хотя, да, мы за все эти месяцы слышим, что вот российские вооруженные силы превосходят, украинские вооруженные силы сокращаются, изнеможаются, и личный состав, конечно, ну, бригада на 30-40% укомплектована и так далее. Недокомплект вообще-то тяжелый, но тем не менее какого-то ощутимого прогресса, прорыва все еще нет. Соответственно, очевидно, что дело не в количестве личного состава, а дело в управляемости войск и в управлении тех ресурсов, которые есть в наличии, а там уже все эти простые математики, что если нас больше и так далее и тому подобное, совершенно очевидно, что в этих условиях, куда включились дроны, а сейчас будет включаться и лазер, уже не так работают, вернее, вообще не так работают. Поэтому я думаю, что с этими темпами совершенно очевидно, что обе армии учатся очень быстро, обновляют технологические, скажем так, свои возможности адаптации очень быстро, потому что это один и тот же народ, смекалистый, любящий воевать и умеющий воевать, и это прирожденные бойцы. Поэтому это быстро и легко не будет. Но это мое личное мнение, конечно, я могу ошибаться, и ближайшие события до конца года могут меня очень сильно опровергнуть. Но я думаю, что это будет иметь внешний, политически управляемый, административный характер. Ну, это я так думаю. Мгм. Добрый день, уважаемые всеми нами зрителями. Шелест и Пасков. Недавно компания BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины, что в свою очередь дает твердое основание полагать, что для страны все закончится очень плачевно. Власть страны пилит сук, на котором сидит очень давно. Как простым здравомыслящим гражданам Украины выжить в таком хаосе и призвать к власти скорейшему миру для спасения нации? Заранее спасибо. Но это означает, что компания BlackRock, на мой взгляд, увязывая все это с началом нашего разговора, имеет прямое отношение к решению Трампа для помочь Украине оборонительным сдерживающим оружием для того, чтобы вот эти подряды и концессии можно было уже приступить, потому что если там действительно продолжают воевать и та, и другая сторона, и не наступило прекращение огня, которое обязательно должно быть в этом же году, я все еще придерживался именно этим же своим категорическим решительным мнением, с риском, конечно, ошибиться, то до того, как не будет прекращения огня, они либо не будут искать активно инвесторов, либо не имеет даже смысла их искать активно. То, что они это прекратили, это на время они прекратили. Потому что концессия, бумажка у них на руках. Они были владельцами в 2023 году на 47% из земель, вот сельхозземель Украины. Соответственно, это их. Это, конечно, никуда не денется, никуда не убежит и никуда не выветрится. Они могут ждать. А вот те, которые там обороняются, погибают и сокращаются, это вопрос необсуждаемый. Могут ли они ждать и что они могут ждать? Смерть, отсрочку смерти, либо там какая-то форма жизни, если она возможна. Но это страшный вопрос, не хочу это обсуждать. Мгм. Значит, спросите у гостя из чата трансляции вопрос. По его мнению, когда примерно падет власть нынешней России дикого капитализма? Спасибо. Только после победы большевиков-ленинцев 21 века, государственников типа Феникса, Иосифа Виссарионовича Сталина 21 века. Если будет такой, а не Троцкий и не какие-то другие, то тогда есть шанс России не просто чтобы победила, а чтобы она сохранилась. В противном случае вот эта капиталистическая Россия, даже если она выиграет эту битву с Украиной. Неважно в каком сценарии, неважно за какой срок, но она все равно не продержится, потому что с таким звериным оскалом капитализма пропасть между верхушкой и между населением, и оставаясь в модели западно-капиталистической, то бишь подчиненно финансовой системы без собственного эмиссионного центра, по-любому они будут сырьевой базой, ровно так, как последний русский император Николай II, который был доведен до этого статуса Александром II царем-реформатором, то бишь царем-освободителем, который привел вот эти финансовые структуры Российской империи в подчиненном, можно сказать, в согласованном состоянии с этими западенцами. Это и помогло, и сделало возможный 17-й год. Без этого не произошло бы. Поэтому, если даже не знаю, когда Россия захватит всю Украину, возьмет всю Балтику и объединят три славянские, Беларусь, Россия и Украина в едином целом, плюс Балтика, это точно обязательно, однозначно будет, неважно, когда и какой ценой, если не будет другой строй, если не будет тот строй, который люди все еще помнят и знают, чем он существенно отличался от всего этого,
Россия будет вот в таком состоянии конца Российской империи, не лучше. Когда, несмотря на то, что в Первой мировой войне они воевали на стороне победившей стороны, они оказались не просто проигравшие, а с огромными тяжелыми территориальными потерями и с развалом государств. Если ты таким образом воюешь на стороне победителей, то, Господи, какие еще вопросы? Насколько твой выбор был правильный? Андрей, вопрос. Почем сейчас у Пламена блок сигарет Ту-134? Я бросил курить 59 лет назад, скоро будут 60. Папа у меня курил стюардессу, а не Ту-134. Как вы, подождите, а как вы в 5 лет курить бросили? Нет, не в 5, в 0. В 0. Мне 59, и вот 59 лет назад я бросил курить. Соответственно, Ту-134 это были достаточно такие престижные, можно сказать, сигареты. И по-моему, их в Болгарии, знаете, где можно найти? Можно найти в так называемом ретро-музее в городе Варне, где сохранено, ну, максимум, что можно было сохранить из всей продукции и Советского Союза, и социалистической Болгарии, в шикарно поддержанном музее, частный музей моего знакомого Атанас, неважно, потом вспомню, потом вспомню, Наску его зовут, Афанасий, что называется. То есть этот человек сейчас болеет исключительно тяжелой онкологией, борется за жизнь, вынужден продавать часть этой огромной коллекции, более 5000, скажем так, позиций там есть, и там сигареты Ту-134 есть. Если кто-то хочет их увидеть и может туда попасть, ну, в качестве туриста, неважно, как в городе Варне, Гранд Молл Варна, вот нижний этаж, это огромный такой музей, ретро-музей называется, идите посмотрите, у вас слезы потекут, я в этом уверен. Если вам за 50, у вас слезы точно потекут. Андрей Плеханов, вопрос. Есть ли в Болгарии опять предпосылки по демонтажу памятника советскому солдату Алеша? Попытки, вернее, такие вербальные сквернословия периодически возникают из американско-британской слугинажной агентуры, которые здравствуют на политических позициях, благо живут на грантах. То есть здесь соросята и соросята местного разлива достаточно так нормально себя все еще чувствуют. Однако Алеши всегда, когда они пытались, особенно около 9 мая каждый год, даже просто испачкать, либо там какие-то граффити там нарисовать, жителей города Пловдива, в том числе и мы, знакомые, которые не состоят ни в каких партиях и которые даже неизвестны и незнакомы российскому посольству, самостоятельно самоорганизовались, ставили караул и таким образом фильтровали, не допускали круглой ночи, чтобы никто туда никоим образом не добрался. Более того, даже памятник советской армии, который был в Софии, и который они демонтировали только самую верхушечку, они сделали это не по формально идеологическим соображениям, а по формально технологическим, потому что там были действительно большие трещины в металле, которые на фотодокументах достаточно очевидны, и они действительно есть, которые угрожали, грубо говоря, безопасности, что что-то может отвалиться, там столько времени температурные разницы были, и они их отпилили и типа для реставрации, для восстановления. То есть формально муниципальные органы города Софии не демонтировали памятник по идеологическим соображениям, а демонтировали для реставрации той части, которая технически пострадала от погодных условий. Вся остальная часть композиции, которая находится внизу, а не наверху, ее никто не трогал. Она там в целости, сохранности. Так что сказки о том, что снесли памятник советской армии в центре Софии, требуют некоторые технического уточнения. Снесли только верхушку, там, где 4 фигуры, 3 из которых, кстати, изображают болгар. Болгар, болгаркой, болгарский ребенок в обнимку с российским солдатом с Алешей. Их снесли, 3 из которых, еще раз, болгар. А вот та остальная часть композиции, тоже металлическая, которая внизу, и которая огромное количество персонажей там представлено, она там есть, в целости и сохранности, никто ее не трогал. Кстати, кто ее трогал-то? Pussy Riot приезжали в Болгарию. Они их там обрисовали, они их там испачкали, и они там с радостью фоткались. А, по-моему, Pussy Riot, они гражданины России, или я ошибался, или, может быть, Америки, может, Евросоюза, может, Польши, может, Украины. Pussy Riot это кто? Кто там за этим должен следить? Я, что ли, или кто? Да, друзья, всем большое спасибо за вопросы. Тяжелая ситуация. Вынуждены мы так закончить наш эфир. Достаточно тяжелая ситуация. В общем,
Сегодня это Харьковская область, город Мерефа. Остановка, общественный транспорт, он достаточно небольшой город. И произошел очень такой тяжелый эпизод, ну, традиционно бусификация. Да? Приняли парня, а он шел рядом с матерью. Ну, мать уже пожилая, да, парень там, ну, скажем так, тоже уже не мальчик, но тем не менее. Его запаковали в бус, и женщина бросилась на бус, пыталась как-то остановить его, ну, в общем, там схватилась за капот и так далее. Вышел ТЦКшник, ну, как бы оттолкнул мать, сели в бус и уехали. Ну, то есть бусификация вот так произошла. Женщина упала, потеряла сознание, и опять, ну, может, конечно, я очень надеюсь, мы в прямом эфире сейчас, очень надеюсь, что эта информация не подтвердится. В общем, сообщают разные паблики местные, что эта женщина в скорой умерла. Ну, после этого инцидента. Понимаете, в чем тут главная боль вот этого всего происходящего? Там заход в частную собственность, не знаю, там посреди бела дня на улице вот такие эпизоды тяжелейшие. Но никто не думает, и вот мы там рассуждаем с вами о больших политиках, да, там, о большой политике, о геостратегиях. А вот интересно вот так просто подумать об этом парне, который узнает, ну, он рано или поздно узнает, да, и в ТЦК, хоть Если там... выживет, если выживет. Нет, ну подождите, он узнает при своей жизни, да, там, в БУСе или там в ТЦК, или уже в учебной части, или где-то там. Он же узнает об этом эпизоде. Как ему будет воеваться? И насколько, ну, насколько дурно пахнущая вообще вся эта история с вот такими случаями и такой бусификацией. Ужас, конечно. У меня комментариев нет, потому что я пытаюсь не ставить себя на его место, а мне это стоит усилия воли. Я думаю, что каждый из наших слушателей и зрителей сейчас то же самое пытается сделать, представить, то есть попытаться не представлять себе на это место, хотя, конечно, сразу примеряешь все это на себя. Если ты был бы этим парнем, что бы ты сделал, неважно, ты находишься в лагере там для обучения, или тебя уже бросили на передовую, либо там неважно на какую функцию. Там ничего хорошего придумать невозможно, и ничего хорошего сделать невозможно. Естественно, можно ждать много чего плохого, просто потому, что тот случай, который вы описали, я уверен, он не в Харькове. Его можно мультиплицировать совершенно спокойно десятки раз в день во всей территории Украины, где этот процесс происходит. Погибнет ли мама твоя в больнице, или тебя стащили, ты вообще-то был за коляской своего ребенка, которому там 2 годика, жены не было, например, она там в магазин сходила, и ребенка так на улице оставляют, или тебя избивают и практически убивают на глазах у твоих родителей. Такое тоже бывало, потому что он сопротивлялся, видите ли, ну, хрупкий оказался, не сильно такой. Все это наводит на того, что я уже увидел, как люди делятся, не делятся, публикуют GPS-координаты всех этих ТЦК по всей территории Украины. И я думаю, это вопрос действительно не больше недели, когда из этих 20 с небольшим, какие 20 с небольшим, за эти 3 дня, 4, как этот вопрос начался, уже 6 или Одесса, Винница, Харьков, Полтава, по-моему, была даже первая. Наверное, много чего пропускаю. Ну, еще парочку, троечку точно был. Ну, вот 5-6, то есть четверть уже за эти несколько дней получили ремонтные задания и получили ремонтные результаты. Ну, я думаю, что в рамках недели все остальные тоже получат. Причем не один раз. И где бы они ни переселились, если нельзя их координаты таким образом подавать, местные возьмутся. Я уже видел, как местные берутся и нападают буквально профилактическим образом на машины бусификаторов, и машину разворачивают колесами вверх, соответственно, бусификаторов там на асфальт, либо там сбежали. То есть вот такое будет. И вот такое, не побоюсь этого слова, должно быть. Извините за мой французский. Дисклеймер, бредня ветеринара. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли.
Спасибо вам огромное, братья, сестры, товарищи, дамы, господа офицеры и все остальные ПИП. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все остальное приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение следует. Берегите себя, всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.